Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo, это канал вязания, меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я свяжу очень простой узор ленивым жаккардом. Выглядит он на полотне вот здесь, вот этот участок. Он используется как самостоятельно для вязания каких-то изделий, и его можно использовать как дополнение. Вот как в данном случае на этом полотне я использовала один узор, вот фрагмент этого узора и вот фрагмент этого узора, и как переход, вот как дополнение, вот этот простой узор. Давайте вспомним, как формируются узоры ленивым жаккардом. Они формируются за счет вытянутых петель. Используется несколько цветов пряжи для вязания. Цвет пряжи меняется каждые два ряда. Первые два ряда лицевой и изнаночной вяжутся одним цветом пряжи, а следующие два ряда вяжутся другим цветом пряжи. И за счет этого мотки в работе не путаются, так как каждые два ряда вяжутся только одним цветом. Давайте посмотрим на схему данного узора. Пустые незаполненные клетки обозначают один цвет пряжи, а те, которые заполнены крестиком, другой цвет пряжи. Сегодня в моем случае пустые незаполненные клетки — это молочный цвет пряжи, а те, которые обозначены крестиком, это серый цвет пряжи. Каждая клетка — это одна петля. Раппорт обозначен прямоугольной областью. Вот. Здесь раппорт состоит из двух петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. На схеме узора у меня обозначены только лицевые ряды, изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Вытянутая петля в лицевом ряду — это петля, которая снята на правую спицу, не провязанная, и при этом рабочая нить идет за работой. А вытянутая петля в изнаночном ряду — это петля, которая снята на правую спицу, не провязанная, и рабочая нить при этом идет перед работой. Для образца можно набрать, для того чтобы симметрично выглядел рисунок, любое нечетное количество петель. Я буду вам показывать, как вяжется данный узор на вот этом образце. Сейчас я буду вязать первый ряд по схеме узора, и в первом ряду все абсолютно петли провязываются молочным цветом лицевыми петлями. Вот сейчас у меня в работе молочная нить, и сейчас этот первый ряд я провяжу полностью молочной нитью лицевыми петлями. Кромочные я буду провязывать следующим образом. Первая кромочная снимается не провязанная, а последняя провязывается изнаночной. Итак, я вяжу сейчас первый ряд по схеме узора, и здесь у нас абсолютно все петли лицевые молочным цветом. Вяжу до конца ряда. Я провязала первый ряд лицевыми петлями молочным цветом, повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать второй ряд. Второй ряд — это изнаночный ряд, и в изнаночном ряду все петли вяжутся по рисунку. То есть, как я вижу петлю в предыдущем ряду, так я ее вяжу и в этом текущем ряду. Значит, первую кромочную снимаю, дальше я вижу все петли молочным цветом, изнаночные петли. Я их провязываю и в этом ряду изнаночными петлями до конца. Я провязала второй ряд до конца. Мне осталось провязать кромочную петлю, и я ее провяжу серым цветом, так как по схеме узора с лицевой стороны сейчас я буду вязать серым цветом, серой пряжей. И я вам покажу, каким образом я сейчас поменяю цвет пряжи. Значит, ниточку молочного цвета я кладу поверх серой, беру в работу серую нить и провязываю кромочную последнюю петлю изнаночной, но уже серым цветом. Вот так. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас серым цветом я буду вязать третий ряд. В третьем ряду вяжется все абсолютно просто. Одна петля серая, одна молочная, одна серая, одна молочная, и так до конца ряда. Но я хочу совместить этот узор, который сейчас я вам показываю, как вяжется, с тем узором, который я вязала в предыдущий раз. Вот фрагмент этого узора. И для этого я провяжу первую после кромочной петли не серым цветом, а оставлю эту петлю молочным цветом. Значит, первую кромочную я снимаю, следующую петлю я пересниму на правую спицу не провязанной, рабочую нить буду держать за работой, так как это лицевой ряд.
Следующая петля будет провязываться серым цветом. Следующая петля молочная. Переснимаю не провязанной на правую спицу рабочую нить, держу за работы. Следующая петля серая, провязываю серым цветом лицевой петлей. Следующая молочная, переснимаю. Следующая серая, провязываю. Следующая молочная, переснимаю. И таким образом я вяжу до конца ряда. То есть серым цветом я петли провязываю лицевыми, а те, которые молочным цветом, я переснимаю не провязанными на правую спицу, и рабочая нить идет за работой. Я провязала третий ряд до конца, и сейчас мы можем наблюдать уже четко, почему я сместила узор. То есть вот эту первую петлю после кромочной оставила молочным цветом, а не провязала серым. Видите, вот здесь над серыми петлями у меня серая петля в этом ряду. Вот над серыми петлями серая петля в этом ряду. И вот здесь то же самое. И здесь то же самое. Итак, я провязала третий ряд до конца. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я буду провязывать все петли по рисунку. Это будет четвертый ряд. Итак, первую петлю кромочную я снимаю. Дальше у меня петля молочным цветом, я ее пересниму не провязанной на правую спицу, чтобы она осталась молочным цветом. При этом, так как это изнаночная сторона, рабочая нить у меня будет идти перед полотном, перед работой, вот так. Переснимаю петлю на правую спицу не провязанной, рабочая нить перед работой. Следующая петля изнаночная серым цветом. Так как у меня сейчас в работе серая нить, я ее провязываю изнаночной этой нитью. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанная, рабочая нить идет перед работой. Следующая петля серым цветом, я ее провязываю изнаночной серым цветом. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю, рабочую нить держу перед работой. Следующая петля серая, я ее провязываю изнаночной серым цветом. Следующая петля молочная, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочая нить перед работой. Следующая петля серая, я ее провязываю изнаночной серым цветом, и таким образом я вяжу до конца этого ряда. Я провязала четвертый ряд до конца. Это был последний ряд в раппорте, то есть я с вами провязала с 1 по 4 ряд. И дальше будем все повторять, начиная с первого ряда, то есть ряд лицевыми петлями провяжу, следующий ряд второй, это будет изнаночные все петли молочным цветом, и следующий ряд будет провязываться третий уже серым цветом. Здесь чередуется одна серая петля, одна молочная, одна серая, одна молочная. Серая петля в этом узоре располагается над серыми петлями, вот несколько рядов ниже. Узор достаточно просто выполняется, его можно использовать как самостоятельно, как я уже сказала, так и в дополнение к другому узору ленивым жаккардом. На сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.